Добрый день! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы покажем в домашних условиях, как приготовить правильно вкусную сочную буженину. Для того, чтобы приготовить буженину, нам понадобятся следующие ингредиенты. Свинина, вот такая вот сочная, видите, немножко жирком. И для того, чтобы брать свинину, желательно брать заднюю часть. Она идет тогда, задочек свинины, идет всегда жирком, мягкая такая, воздушная. Затем горчица. Горчицу можно любую, я использую фирмы Олис, Мицна. Майонез или майонезный соус, специи для мяса, соль, чеснок и одна морковка. Морковки нужно немного для того, чтобы, когда ее очень много, она придает немножко другой аромат мясу. Поэтому чисто символически мы повтыкаем для запаха на любителя. Многие морковку не любят, поэтому достаточно ложить чеснок. И переходим к первому этапу. Делаем нарезку нашей морковки и чеснока. Морковку режем сначала пополам, потом половинку, еще раз пополам. Чеснок режем тоже, берем целый зубочек и режем вдоль, не горизонтально, а вертикально. Вот у нас нарезана морковка, нарезан чеснок, и мы переходим ко второму этапу приготовления буженины. Мы берем килограмм свинины. Такой кусочек. Со всех сторон, видите, жирок, для того, чтобы она не была суховатая. И делаем надрезы поглубже, для того, чтобы засунуть поглубже морковку. И чередуя в шахматном порядке, ложим нашу морковку, ложим чеснок, равномерно распределяя мясо. Мясо у нас уже нашпиговано морковочкой, чесночком. Мы его переворачиваем и делаем точно такие надрезы с обратной стороны. Готовим соус, которым мы будем смазывать нашу буженину. Берем десертную ложку горчицы. Много не нужно, для того, чтобы не было острое. Майонеза делаем на глаз. Где-то в одинаковых пропорциях, может чуть-чуть больше, чем горчицы. Затем берем приправу. Приправы тоже немного. В приправе есть у нас уже и перец, приправу для мяса. Там и перец, и кориандр, и розмарин. Все специи, пахнет аромат хмели, сунели, слышно запах. Все это тщательно перемешиваем. Соли немножко, потому что в специях соли есть. Уже готов наш маринад, и мы этим маринадом начинаем смазывать наше мясо. Смазываем руками, как бы втирая. Руки чистые при этом должны быть, хорошо вымытые. Все промариновано специями, нашим маринадом, прошпиговано. И я его оставляю на 6 часов в холодильник, для того, чтобы оно хорошо промариновалось, пропиталось, в себя впустила весь маринад и было мягким, сочным. Для того, чтобы мясо не обветривалось, мы накрываем либо пищевой пленкой, либо пакетиком. Хорошо со всех сторон вот так вот запихивая и ставим в холодильник на 6 часов.
уже прошло 6 часов с момента того, как мы замариновали наше мясо для буженины. Теперь берем мясо и заворачиваем в фольгу, для того, чтобы уложить его для запекания. Ложим его на середину фольги, заворачиваем одним слоем, затем переворачиваем еще раз. Вот в таком виде получилось. Отрываем фольгу нашу. И концы обязательно подворачиваем вовнутрь. Вот так вот. Одного слоя недостаточно для того, чтобы запекать буженину, поэтому мы положим еще один слой, чтобы не вытекал сок, который будет выдавать мясо при запекании. Этот кусок мы ложим вот так вот, обратной стороной, не вертикально, а горизонтально. И заворачиваем еще раз. Вот так вот. Получилось вот так обернуто в фольгу мясо. И теперь мы его помещаем в противень, в который налили буквально 2 сантиметра воды на низ, для того, чтобы мясо не подгорало, а протушивалось, проваривалось в духовке при температуре 180 градусов 2 часа, 1,5-2 часа, в зависимости от готовности. Для того, чтобы проверить готовность нашего мяса, мы возьмем затем либо зубочисткой, либо острым ножиком, проткнем прямо по фольге, и будет видно, вытекает ли кровь, либо вытекает сок уже готового мяса. И в таком виде мы помещаем его в духовку. Перед тем, как ставить мясо в духовку, я буквально с 10 минут до того, как помещать ее в нашу сковороду в духовку, я включила ее для обогрева, для того, чтобы хорошо подогрелась духовка. И на среднюю полочку ставлю мясо в сковороде при температуре 180 градусов для запекания на 1,5 часа. Вот прошло уже 1,5 часа с момента того, как наша буженина была поставлена в духовку. Острым ножом протыкаем. Ножик заходит хорошо, мягко в наше мясо. Теперь смотрим, что же с ним происходит. Острым ножом мы разрываем нашу фольгу, еще горячая. Такая вот получилась буженина. Теперь берем и режем нашу буженинку. Посмотрим, какая она в разрезе. Мягкая, сочная, очень вкусная. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши рецепты, пользуйтесь нашими рецептами, пишите свои отзывы и комментарии. Будем рады вас слышать и видеть. Всем пока!